Любовь действует загадочно. Как только ты думаешь, что все понял, жизнь подбрасывает тебе неожиданность, которая меняет все. Именно это случилось с Людмилой, когда она влюбилась в Антона, одинокого отца, воспитывающего 6 детей. Но держитесь крепче, потому что то, что произойдет дальше, так неожиданно, что оставит вас в полном шоке. Антон Кудрявцев стоял на кухне, уставившись на гору посуды, сложенную высокой стопкой в раковине. Звук смеха и игривые крики раздавались по всему дому, напоминая ему о 6 маленьких жизнях, которые зависели от него. Он вздохнул, запустив руку в свои взъерошенные волосы. Как жизнь завела его сюда, в одинокого отца с 6 детьми. Антон и Аня были влюблены со школы. Их любовь расцвела от детских симпатий в красивую семью. С 3 чудесными детьми их жизни казались завершенными, пока судьба не решила внести свои коррективы. Аня снова забеременела, в этот раз стройней. Несмотря на то, что врачи советовали снизить число зародышей до 1 ради безопасности, Антон и Аня не могли вынести этой мысли. Они выбрали любовь и встретили 3 прекрасных девочек, мгновенно увеличив свою семью с 3 до 6 малышей. Но жизнь умеет жестоко испытывать даже самые прочные узы. Как раз когда они думали, что их семья счастлива, Аня начала чувствовать себя плохо. Врачи не придали этому значения, списав ее симптомы на стресс от воспитания тройни. Но мало кто знал, что у Ани внутри скрывался тихий убийца. Прежде чем Антон узнал диагноз, Аня ушла, оставив его одного с 6 детьми и разбитым сердцем. Дом, который когда-то наполнялся смехом, теперь казался пустым. Каждый уголок напоминал о потерянной любви. В течение нескольких месяцев Антон плыл по жизни в полусознательном состоянии. Он не мог оставаться в их доме, где присутствие Ани ощущалось в каждой комнате. Дети смотрели на отца с озадаченными, полными слез глазами. Антон знал, что он должен собраться ради них, но как стать и матерью, и отцом для 6 малышей? Постепенно Антон научился справляться с этой новой реальностью. Он освоил искусство плести косы, стал экспертом в удалении пятен со школьной формы и научился готовить правильную еду. Но пустота, оставшаяся после исчезновения Ани, казалась невозможной для заполнения. Именно тогда судьба решила вмешаться еще раз. Местная газета опубликовала статью об Антоне, преданном отце 6 детей, потерявшем жену от рака. Статья тронула сердца жителей по всей стране, и вскоре почтовый ящик Антона переполнился письмами от женщин, желающих связаться с ним. Поначалу Антон игнорировал письма. Он не был готов снова открыть свое сердце, боясь боли, которую может принести любовь. Но по мере того, как куча непрочитанных конвертов росло и его любопытство. Какой вред может причинить чтение нескольких слов поддержки? Первое письмо, которое он прочитал, пришло от Елены, вдовы и учительницы с 2 детьми. Ее слова были добрыми и уравновешенными. Она выражала сочувствие к ситуации Антона. Она делилась анекдотами о своем собственном пути через горе и одиночное родительство. Хотя Антон ценил ее понимание, что-то в письме казалось выученным, как будто Елена подала заявку на работу, а не искала родственную душу. И таких писем было множество, однако одно письмо выделялось на фоне остальных. Оно не содержало грандиозных признаний в любви или обещаний стать идеальной матерью. Оно заключало простые слова поддержки от женщины по имени Людмила. Она ничего не просила взамен. Она просто хотела дать Антону понять, что он не одинок в своих страданиях. Что-то в искренности Людмилы тронуло сердце Антона. Он ответил на ее письмо, и вскоре они начали регулярно обмениваться сообщениями. Людмила стала источником утешения, другом, который слушал без осуждения и предлагал советы без давления. Прошло несколько месяцев, и Антон заметил, что стал улыбаться чаще. Бремя на его плечах стало немного легче, и он стал с нетерпением ждать писем от Людмилы. Когда она предложила встретиться лично, Антон колебался. Готов ли он сделать этот шаг? В момент храбрости или, возможно, отчаяния
Антон решил рискнуть и поверить. Но он не собирался идти один. Если Людмила должна стать частью его жизни, она должна была стать частью жизни его детей. В субботу днем Антон собрал всех 6 детей и направился в местный парк, чтобы встретиться с Людмилой. Сцена, развернувшаяся перед ними, была ни с чем не сравнимой. Людмила с теплой улыбкой на лице приветствовала каждого ребенка по имени. Она запомнила каждую деталь, которой Антон делился в них своих письмах. Самые младшие тройняшки мгновенно тянулись к ней, пытаясь занять место на ее коленях, когда она села на скамейку в парке. Наблюдая, как Людмила взаимодействует с его детьми, Антон почувствовал, как тепло разливается по его груди. Это было чувство, которое, как он думал, никогда не испытает снова. Появилась надежда на партнера, который мог бы помочь разделить огромную ответственность за воспитание 6 детей. Но Антон был осторожен. Он уже пережил боль, а сердца его детей были слишком драгоценны, чтобы рисковать на мимолетные романы. Он должен был убедиться, что Людмила серьезно настроена, что она понимает масштабы того, на что потенциально подписывается. В течение следующих нескольких месяцев Людмила стала постоянной частью семьи Кудрявцевых. Она приходила после работы, помогала с домашними заданиями и укладыванием спать. На выходных она присоединялась к ним на семейные прогулки. Ее собственный сын мирно вписывался в семью Антона. Дети обожали Людмилу. У нее был способ заставить каждого из них почувствовать себя особенным и услышанным. Даже старшие, которые с большей осторожностью относились к новой женщине в жизни отца, начали тянуться к ее доброй натуре и искреннему интересу к их жизням. Однажды вечером, когда Антон укладывал своего старшего сына спать, мальчик посмотрел на него серьезными глазами. «Папа», — сказал он, — «я думаю, тебе стоит жениться на Людмиле. Она заставляет тебя улыбаться, как мама раньше». Эти слова поразили Антона. В ту ночь, когда он лежал без сна, обдумывая слова сына, он осознал нечто важное. Людмила не пыталась заменить Аню. Вместо этого она заняла свое особое место в их семье, почитая память о матери детей, предлагая свою уникальную любовь и поддержку. С учетом того, что сердце колотилось, Антон решил рискнуть. Он пригласил Людмилу на прогулку в местном парке. Когда они прогуливались по тихой аллее, он указал ей на скамейку с видом на небольшой пруд. Сев, Антон начал рассказывать, как сильно она улучшила его жизнь и жизни его детей. Затем, глубоко вздохнув, он достал из кармана небольшую коробочку с кольцом. Он попросил Людмилу не только выйти за него замуж, но и стать матерью для его 6 детей. К его огромной радости и облегчению Людмила без колебаний согласилась, полностью осознавая свою преданность Антону и детям. Свадьба была скромным мероприятием, проведенным в саду их дома. Дети играли центральную роль, каждый внося свой особый вклад. Когда Антон и Людмила обменивались клятвами, их окружала любовь вновь образованной семьи. Но жизнь приготовила для семьи Кудрявцев еще один сюрприз. Как только они начали обживаться, Антон узнал о трагедии в их районе. Одна мать скончалась, оставив 2 маленьких детей. Их отец сидел в тюрьме, и детям угрожала перспектива попасть в детский дом. Не колеблясь, Антон и Людмила приняли решение, которое изменит их жизнь навсегда. Они открыли свои сердца и свой дом для этих 2 сирот, увеличив свою семью до 9 детей практически за ночь. Приспособиться было нелегко. Людмила, которая была матерью для одного, теперь оказалась ответственной за 9 детей разного возраста, от младенцев до подростков. В доме всегда было шумно, стирка никогда не заканчивалась, а приготовление пищи стало нелегкой задачей. Но, несмотря на все это, любовь Антона и Людмилы друг к другу и к их детям только крепла. Они решали каждую новую проблему как команда, поддерживая друг друга в трудные времена и празднуя маленькие победы. Как только они думали, что их семья завершена, жизнь снова удивила их. Людмила узнала, что она беременна.
9 месяцев спустя они приветствовали девочку, увеличив свое количество до 10 детей. 5 мальчиков и 5 девочек, дом Кудрявцевых был всегда полон любви, никогда не тихий и никогда не грустный. Они сталкивались с различными трудностями, финансовыми проблемами, проблемами со здоровьем и типичными драмами воспитания подростков. Но, несмотря на все это, они оставались едиными. Их связь укрепилась благодаря испытаниям, которые они преодолели вместе. С годами Антон и Людмила наблюдали, как их дети растут и процветают. Старшие поступили в колледжи, в то время как младшие продолжали наполнять дом смехом и хаосом. Из глубин горя и одиночества они создали что-то прекрасное — семью, связанную не только кровными узами, но и выбором и любовью. Антон часто вспоминает тот день на кухне, заваленный посудой и обязанностями. Если бы кто-то тогда сказал ему, что он снова найдет любовь и удвоит размер своей семьи, он бы только усмехнулся в недоумении. Что касается Людмилы, она часто вспоминает тот сон, который ей снился много лет назад, о том, как она видела себя окружённой детьми. Она никогда не думала, что ее реальность превзойдет даже самые смелые мечты. Ее семья из 10 детей, может, не сложилась самым традиционным образом, но это было абсолютно идеально в своем хаотичном, но прекрасном виде. Так что в следующий раз, когда вы услышите о ком-то, кто женится на одном родителе с несколькими детьми, вспомните историю Антона и Людмилы. Помните, что у любви нет границ, что семьи бывают разного размера и что иногда неожиданные решения приводят к исключительным результатам. Дорогие зрители, как вы относитесь к истории Антона и Людмилы? Смогли бы вы так же? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.